Ребятки, привет! Наконец-то ввожу на своем YouTube-канале новую рубрику «Жизнь Asian Illumination». В целом она будет о том, как проходят будни фэшн-дизайнера, то есть меня, в Южной Корее. И вы будете со мной просто ходить по разным местам, я буду показывать вам рутину, работу, какие-то свои размышления. И вот, например, сейчас 9 утра, и я уже собралась, сделала дела по дому и уже готова выезжать из дома в офис. Все, вышла и сейчас поеду. Все, приехали. Тут вот заходим. Банк для ориентира. Приехала в офис, и пару дней назад мои знакомые арендовали помещение для того, чтобы снимать видео, и я их просила прибраться, но они не прибрались, то есть везде вот прям грязно, вещи не на месте. Например, вот тут вообще розетка была, и ее тут нет. Не знаю. Короче, все вот надо будет сейчас ставить. А у меня через вот уже буквально полчаса уже ученица. То есть я собиралась приехать и подготовиться к шитью. У нас будет воркшоп по шитью, но придется потратить вот эти 30 минут, наверное, на уборку, чтобы хотя бы было, приятно ученикам приходить и тут находиться. Ну вот, стало намного лучше. Я бы так сказала, это такой небольшой минус от того, когда ты сдаешь свое помещение. То есть ты действительно не только ухаживаешь за своим помещением, просто вот от того, что ты тут в нем находишься, а следишь за вот просто полной чистотой, потому что гости, они, забывают, им это помещение кажется непривычным, и все-таки, много что забывают в плане вот порядка, чистоты, и, конечно, на это стоит уделять очень много времени. Ну все, я наконец-то прибралась, и теперь я сейчас быстренько напишу задание для Полины. Полина мой интерн, и чтобы ей было удобно, она вот сразу придет, и если я буду занята с учениками, то она вот сразу будет знать, что ей надо делать. Сегодня ко мне придет ученица, у нее будет первое занятие начального уровня, и поэтому буду ей прям все объяснять, что есть что, как заправлять машинку, как работать с ней, для чего нам нужны вот такие линейки, грузики. Буду знакомить ее с терминами и в том числе корейскими. Специально кладу на стол все, что нам нужно. В целом на сегодня не так много и понадобится. Изначально мой офис был сделан под бренд Asian Illumination, где я вот сидела, придумывала фасоны, выбирала ткань, то есть все отшивалось на заводе. Но как только началась коронавирус, мне пришлось немного изменить стратегию. И я стала преподавать, стала устраивать воркшопы по шитью, вот, и то есть изначально мое помещение не было сделано для того, чтобы именно приходили ученики и шили, оно достаточно маленькое у меня, вот, и, кстати, для тех, кто собирается делать свое помещение или ищет помещение под воркшопы по шитью или для того, чтобы шить, очень есть важный нюанс. Например, мое помещение находится в торговом центре. Я вам сейчас покажу, какой у меня вид. То есть рядом со мной вот такие здания высокие. И оно совершенно не предназначено для очень высоких напряжений в плане электричества. Из-за этого у меня вот есть, например, такой момент, я не могу использовать нормальный, мощный, профессиональный утюг. И, конечно, это очень плохо, но в целом для занятий базовых, начального уровня, обычный утюг справляется. Но, конечно, я всем объясняю, что
ну, в идеале, конечно, должен быть нормальный, мощный и тяжелый утюг. И, ну, чтобы вы просто не удивлялись, что у меня обычная вот такая доска и обычный утюг. Я обычно преподаю на вот этой машинке промышленной, но также у меня еще есть в другом месте, ну, тут в углу, обычная домашняя. И вот такой у меня оверлок. Не промышленный, но достаточно мощный. Вот, заранее наматываю на катушку. Сегодня я буду объяснять моей ученице безлекальный способ построения на свою фигуру топа. Кроп-топ такой будем шить. И нам понадобится манекен. Но в целом сегодня вводный день. Я разрешаю делать и на манекене, и, например, на себе. То есть такие нестандартные способы. И чем больше мы занимаемся, тем больше я уже показываю метод наколки, построение на плоскости. То есть много-много всего. Вот мы уже позанимались, и пришла Полина у нас делает сторис очень классные. С самой собой. Самой собой. Вот. Сидит тут такая на кресло-качалке. Сейчас сшиваю штаны специально. Вот пока, делаю образец штанов, такие джогеры, для того, чтобы показать моим студентам. Вот. Вот такая ткань. Ну, какая была белая. Да. Сейчас что собираешься шить? Пояс? Воротник. Да, я смотрю, просто он, по-моему, слишком длинный, его можно, в принципе, обрезать. Так, ну. Это у нас такая вышивальная машинка домашняя. Вот сейчас мы с Полиной вместе доделываем кимоно, которое она начала шить во время мастер-класса по шитью кимоно с Олесей. Еще у нас была. Вот, но она улетела, и поэтому мы сейчас уже вместе с ней доделываем. Все еще. Да, все еще делаем. Ну, потому что мы не каждый день сидели, так раз в неделю, по чуть-чуть, раз в месяц. Так, тут получается. Сейчас у меня был созвон с моими клиентами, а теперь у меня момент, когда я пишу посты для Инстаграм, то есть я специально уделяю время. Но я решила поменять формат вообще ведения странички. И теперь я хочу на страничке Инстаграм больше выставлять фактов и какие-то интересные истории, старые фотографии, связанные с корейской модой, а в YouTube загружать вот это видео такого типа, то есть daily рабочий процесс. Вот просто вот реально все как есть. Мы вот только закончили шить кимоно, Полина уже поехала домой, и ну еще доска стоит, то есть еще вот надо прибраться немножко. Сегодняшний пост я хочу посвятить современным женщинам 920-х годов или 910-х, у которых появилась возможность полететь в Японию, обучиться, и я буду рассказывать в посте, что способствовало этому, вообще как это все получилось, какие проблемы были. И, ну, в общем, сейчас готовлю пост, и на это уходит время, подготавливаю все. Надеюсь, это будет интересно читать у меня в ленте в Инстаграм. Уже 7:37, и сейчас я в офисе, у нас уже темно. На самом деле я пока еще не хочу ехать домой, слава богу, могу выбирать, когда ехать, когда остаться, и планирую еще поработать часа 2, час где-то на написание постов, то есть ну, где-то час хочу, чтобы такие прям длинные были, а потом уже разделю на разные вот посты. Кстати, я практически все тексты печатаю не в приложениях специальных для постов и планирования, а в Google Documents. И в целом очень удобно. Я бы хотела час на чтение журналов, чтобы посмотреть, что там актуального, интересного, тоже, чтобы потом рассказать, написать. И на самом деле в идеале я бы хотела бы еще 2 часа потратить на изучение
изучения языков, китайский или японский. У меня тут есть учебники. Вот, ну, посмотрим, потому что сегодня был достаточно насыщенный день, и преподавание, и потом с Полиной мы вместе шили, то есть, ну, на это достаточно много сил уходит, но в целом это мое любимое дело. Просто надо домой приехать, хотя бы отдохнуть, и потом у меня по плану там занятия спортом, с Лапулей погулять. Да, мне кажется, все, кто в России, следит просто за этим видео. И я в целом тоже сейчас. Кошмар, что сейчас творится в России, но надеюсь, все решится в пользу народа. Вот, сейчас уже 9:30, и я собираюсь домой. Мой день закончен, и надеюсь, вам понравилось. Кстати, я забыла, чтобы быстро выкладывать видео и его редактировать, я особо сильно прям не буду заморачиваться эффектами, как вы уже заметили, но это в пользу того, чтобы я могла прям быстро-быстро все загружать в свой плейлист. Все, теперь точно пока.